Так, всем привет, господа! Сегодня мы будем ставить сошки вот на такой инструмент, на пневмо. Cricut карабин 6,35 калибр. Надоело мне подкладывать различные мешочки, рюкзаки под ложе винтовки во время стрельбы лежа. Хочется сошки. Тем более они уже давно у меня есть. Лежат несколько лет. Будем ставить. Вот они. Харрисы. Это максимальная, в смысле максимальная длина сошек. 11 положений у них. Нажимается просто. Вот здесь такая скоба. И убирается легко, а выдвигать приходится ручками. И вот у них есть такие пазы. 11 положений, можно выдвинуть на 15 сантиметров. Высота в сложном состоянии, по-моему, 24 сантика. В выдвинутом 39, естественно, плюс 15. Раскладываются в таком виде они. Зажимаются за антапку с помощью, сейчас я приведу в боевое положение, вот таких пластин. На пластинах есть выступы, но кто видел антапку, объяснять не буду, все знают, что такое антапка. Там есть отверстие, и вот в отверстие вставляются вот эти выступы. Затягивается, естественно, и сошки стоят четко на ложе. Ну что нам нужно для этого? Сама винтовка, сошки, ну и инструмент, который может закрепить эти сошки на ложе. Так как инструмента у меня нету, отверстие чем-то надо проделать, то мы снимем ложе с винтовки. Там есть два винта. То есть открутим, отделим ложе от самой винтовки. Зарядим вот такими пулями винтовку. 2 пули нужны. Ну и прострелим ложе. То есть 2 отверстия будут. Потом вкрутим винты. Шутка. Есть, конечно, инструмент. Любой инструмент. Все будет окей. Так. Пульки нам не нужны. В сторону. Покажу инструмент, который нужен. Итак, основной инструмент — это шурик. В простонародье. По-умному шуруповерт. У меня это Makita. Оба-на, винт упал. Не упал совсем, лег. Так. Штангенциркуль. У меня, в принципе, есть несколько. Есть электронные, есть механические. В машине у меня с инструментом валяется обычный механический. Можно воспользоваться рулеткой, конечно, если штангеля нету. Ну и сверлышки. Я пользуюсь вот такими. Проверено, надежные, кобальтовые. Короче, при умении они, в принципе, неубиваемы. Убить, конечно, все можно, как говорится, и сломать, не умеючи, сунув не туда. Но они хорошо служат, хорошо работают, надежные кобальтовые сверла. Хотя, в принципе, по дереву они не нужны кобальтовые. Можно обычными черными посверлиться. Ну ладно, какие есть, такие есть. Так, что еще? Еще нам нужны шестигранники, чтобы открутить ложе. Вот раз винт, 2 винт. Я буду показывать на своей винтовке. Cricut карабин. У каждого свое. У кого-то просто здесь антапка стоит, откручивается и ложе снимается на одном винте. И даже вот этого винта нету. Видел такое. У кого-то по-всякому. В общем,
Не буду объяснять. Все знают, как снять ложе на своей винтовке. Еще нам понадобятся вот эти две вещи. Планка вивера, которая будет крепиться к ложе. Ну и вот антапка. Либо вот такая, которая затягивается винтиком к планке вивера. Либо есть самозажимная. Я, в принципе, поставлю самую быстро зажимную, вернее, так говорится по-русски. Вот так она выглядит. Антапка быстро зажимная. Ну вот, это антапка. Тоже в таком, вот там есть. Блин, так, сейчас мы ее утопим. Вот. Так, рукой неудобно. Вот там есть отверстие, вот. Я вам показывал лапки на сошках. Где они? И вот они, туда эти выступы. И заходят в эти отверстия. Зажимается просто вот этим рычажком. Оттянули, сняли, если нужно. И затянули назад рычажком. Все. Все покажу в действии, когда будет все установлено. Итак, первая задача. Открутить раз винт, открутить два винта. С помощью вот таких шестигранников. Ну, соответственно, винтовка должна быть разряжена. У меня, в принципе, там обойма с патронами. Но так как он не заслан туда в ствол и винтовка не заряжена, то беспокоиться не над чем. Но, как требует того правила, я включу предохранитель. Итак, начнем. Берем наборчик шестигранников и подбираем шестигранники под болты. Есть, подобрали, откручиваем. Довольно легко идут. Вот такой длинный у меня болт. В сторону его. Так, забыл снять камуфляж-то с винтовки. Мой любимый камуфляж, который я применяю на охоте. Потому что будет слегка мешать. Очень полезная вещь. Скрывает вашу винтовку. Привык еще на войне. Так, давай уже развязывайся, узелок. Хоть я тебя не затягивал сильно, но тем не менее. Вот. Развязал. Стягиваем. Есть. Все, свободно. Винтовка для демонтажа. Откручиваем второй. А второй у нас другого размера. Видимо, чтобы не перепутать. Ну тут и не перепутаешь. Длинный, само собой, пистолетную рукоятку, а короткий сюда идет. Так. Откладываем в сторону. Так. Теперь нам нужно, насколько я знаю, вынуть предохранитель. Зря его включал, в принципе. Нужно удалить, иначе мы не снимем дерево. Запоминаем, в каком положении был. То есть, ну, вы, соответственно, к своей винтовке. У меня перекид карабин. Так, что мне тут запоминать тогда? Что я вам показываю? Ну, в принципе, может быть, и смотрят видео пользователей карабина, крикета или булпапа, то, как говорится, welcome. Вот. Я отделил ложе от основной части. Ну, теперь, как я вам говорил,
Берем 2 пули, которые у меня там лежат, заряжаем сюда и простреливаем ложе 2 раза. Раз, два. И тогда крепим планку вивера на ложе и прикручиваем наши сошки. Ну все, делов-то. Все просто. 2 выстрела всего лишь. Шутка. Так. Откладываем вот этот инструмент в сторону. Он нам не нужен. Нам нужно только ложе. Выглядит это вот так вот. В крикете карабине. Ложе деревянное, покрытое просто лаком. Насколько я знаю, орех. Так. Первый винт прикручивался, соответственно, вот сюда. Тут есть такая так называемая восьмерка. Она обхватывает ствол, сам Лотер Вальтер, и резервуар высокого давления. Так, теперь нам нужно разметить место, где у нас будет, где же она находится у меня, куда я ее положил, планку вивера. Сейчас, just a moment, как говорят англичане. Вот она. Так, тут уже болтики у меня есть в сторону их, потому что это, в принципе, снято с другой винтовки, и болтики могут быть другими, в смысле по длине. Вот эту планку вивера мы ее крепим на ложе 2 винтиками. Так как у нас здесь уже отверстие есть, крепит ложе, то планку вивера либо ставим ближе к курку, либо переносим слегка вперед. Смотрим с обратной стороны. Что-нибудь мешает? Ничего не мешает. То есть, в принципе, можем поставить на самый конец. Теперь нам нужно это дело отцентровать. То есть я буду ставить ее здесь, а не здесь. То есть нужно поставить по центру. Вот, блин, сволочь, дождик капает. Ну ладно, я думаю, мы успеем справиться. Так, теперь мы берем штангенциркуль. One moment, please. И разметочный инструмент. Можно взять отвертку, иголку и нацарапать метку. Шутка. Берем карандаш, либо у меня вот есть такие, я использую на работе, водные фломастеры, водой смываются. Возьмем зеленый, мне нравится зеленый цвет, защитный. Голубой, соответственно, не берем, мы мужчины все-таки. Ну и розовый, это для женщин. Так, меряем толщину ложа. Она у меня, если мне не подводит снайперское зрение, так, стоять, 4 сантиметра 7 миллиметров, то есть 47 миллиметров. Делим на 2. Так, калькулятор, ребята, это у нас будет по 23,5. Правильно я посчитал? 23,5 миллиметра. Центр ложа. Так. Неудобно тут все как-то
валится слегка. Вот так будет удобнее. 23,5 миллиметра отмечаем. Можем, в принципе, затянуть болтик фиксирующий, если у кого есть такой штангенциркуль, и отмерить. Где мой зеленый фломастер? Вот он. Так, готов. 23 миллиметра с половиной. Так. Начинается, блин. 18,5 поставил. 23,5. Теперь все четко. Фиксируем. Ставим точку. Вторую точку. Для проверки можно отмерить с другой стороны. Да, все четко. Центр сходится. Вот так будет для надежности. Теперь в принципе можем провести прямую между размеченными точками, используя наш штангенциркуль как линейку. Вот так это дело выглядит в реальности, у меня, по крайней мере. Посередине линия. Теперь я ставлю планку вивера туда и смотрю через вот эти вот два отверстия свою линию, чтобы она была посередине этих отверстий. Так, увидел. Вставляю туда фломастер и зарисовываю мои отверстия. Есть? Есть. Так, фломастера мне больше не надо. Убираем. Получилось у меня вот так. В принципе. Вот. Вы видите две точки, где мне нужно просверлиться. Ну или прострелить. Болты, в принципе, тут можно использовать четверки, либо пятерки. Сейчас я попробую подобрать. Так, продолжаем. Стандартная планка вивера под 4-миллиметровые болты. Но при должном умении можно ставить туда и пятерочку. Для этого нужно просто слегка наживить. И потом с помощью какого-нибудь инструмента, скажем, у меня шляпка под шестигранник, шестигранником его туда закрутить. И тогда отверстие будет, в принципе, под пятерочку. Оно, в принципе, и так, наверное, там 4,5 каких, 4,7. То есть даже больше 4,8 отверстия.
То есть, потому что пятерочка вот достаточно легко туда заходит, без фанатизма крутим, и она легко туда закручивается, и не сминая никакую резьбу на болте вашем. Я использую нержавейку. Болты нержавейка длиной 30 миллиметров. Но у каждого ложа свое, поэтому по толщине сами ориентируйтесь. Ну, и, соответственно, по длине болта. Можно взять, конечно, длинное и потом просто отпилить и все, чтобы не париться. Я тут прикинул, что у меня 30 миллиметров достаточно будет сюда, в ложе. Итак, я разработал отверстие одним болтом. Будем сверлиться. Для этого нужно положить ложе ровненько на устойчивую поверхность. А лучше я его, в принципе, закреплю. Итак, я закрепил ложе, чтобы при сверлении оно у меня не гуляло, потому что одной рукой я буду держать шуруповерт со сверлом, второй рукой ложе, и, соответственно, отверстие пойдет кривовато. Намечу отверстия, точки, в которых поставить сверло кернером. Здесь у меня такой ручка кернер. Как я вот говорил, у кого нет там фломастера и карандаша, можно херак и начертить себе линию. Сделаю отметочки, просто надавив в месте, в которое нужно будет поставить сверло. Так, одна есть. Тут же, сороки галдят, ждут, когда я их отстреляю. По огороду шарятся. Вот второе есть. Все. Берем сверлышко, пятерочку. Пятерочка сверлышко. Шуруповерт. Затягиваем. Аккуратненько выставив в отмеченное место сверло, центрируем наш шуруповерт более-менее по горизонтали. Лучше, конечно, это делать с сверлильным станком. Ну, станок у меня в гараже. Ну и потихонечку сверлим отверстие. Есть. Просверлили. Красиво получилось, без сколов. Следующее. Второй идет быстрее. Ну, руку уже набил. Есть. Так. Проверяем. Все хорошо. Теперь нам нужно сделать на обратной стороне, на выходе сверла, фасочки, чтобы мы сюда могли положить гайку, чтобы она не мешала нашему резервуару высокого давления, потому что здесь лежит баллон, резервуар высокого давления. И наши гайки будут цепляться, если они будут просто лежать здесь. Так что берем большое сверло и делаем фасочку под гаечки. Гаечки у меня пятерочки. Сейчас я замерю штангелем их размер, чтобы подобрать сверло. Так, ложе опять сюда. Теперь уже обратной стороной. Утапливаем, фиксируем. Так, штангенциркуль и гаечка.
Гаечки нержавейка М5. Две штуки. Так, куда побежали? От меня еще никто не убегал. Так, замеряем размер гайки. Естественно, по большому, ну, по диагонали, по этому самому, как его, блин, шестиконечник же, блин, звезда Давида. Ну, если больше возьмете сверло, не страшно. Так будет даже и лучше. Так, 9 миллиметров. Ну, десятку возьмем, потому что, ну, надо ли, может быть, поставим эту самую, как его, ключиком, может быть, головкой придется затягивать. Так. Взял сверло десятку. Естественно, тоже кобальтовое. Можете брать любое, потому что все-таки дерево, оно сверлится любым сверлом. У меня кобальтовое. Затягиваем. Есть. Так. Ставим сюда. И нежно, без фанатизма, просверливаем чуть-чуть. Так, не сползать. Аккуратненько. Так, вторую. Заусенцы, конечно, есть. Но с обратной стороны не страшно. Теперь берем гаечки наши и ложим туда в эти фасочки, проверяем пальчиком, чтобы они были утоплены, эти наши гайки. Маловато выходит еще, то есть нужно еще просверлиться. Сверлимся дальше. Сильно не нажимаем, чтобы до конца не просверлить. Периодически проверяем нашу гаечку, куда ложим. Еще чуть-чуть. Ну, вроде бы как практически заподлицо. Да, буквально на полмиллиметра даже переборщил. Но полмиллиметра это нормально. Так, выходи оттуда. Выходи, я сказал. Вот, следующее. Доводим до ума. Если бы я делал на станке, было бы все классно. У меня бошевский станок сверлильный. Там все показывает, там цифровой дисплей, и можно сделать с точностью до миллиметра отверстие, ну, глубину сверления.
Так, аккуратно. Ну вот и вторая готова. Так, я это дело уберу пока. И покажу вам, как это дело выглядит. Это дело выглядит вот так. Вот вы видите фасочки, куда утапливается гайка. Вот так она туда утапливается. То есть пальчиком проверяем, чтобы она была заподлицо. Ничего не должно задевать, чтобы ваш ресивер не лежал на гайках. Можно даже посмотреть с этой стороны и увидеть, выпирает гайка или не выпирает. Ну, естественно, если у вас хорошее зрение, как у меня. Ложим вторую гаечку. Вот две гаечки там. И можем посмотреть. Так, что-то у меня тут, по-моему, выпирает. Первая гайка. Ну, есть там полмиллиметра. Но так как она будет затягиваться, она туда и уйдет. Утопится в ложе, скажем так. Так. Можно слегка облагородить. Если есть маслице по дереву, можно капнуть. Будет даже очень хорошо. Так, продолжаем. Берем М5. Хорошо видно? М5. Нержавеющие гаечки. У них, в принципе, еще есть колечко тут пластиковое. То есть блокирующее самооткрутку. Ну, можно взять и обычно. И два болта. У меня под шестигранники. У вас как повезет. 5×30. Обычно, в принципе, используются черные болты и гайки. Ну, в смысле, каленые. Вот я вам покажу. Вот так выглядят гаечки. Черные. Ну, на другой винтовке стояли. Это 4-й болт. М4. Я, как и говорил, буду ставить 5. Так. Берем наши гаечки и утапливаем их туда. В посадочное место. Утопили. Утопили. Берем планку вивера. Вставляем наши болтики. Закручиваем шестигранником. Так, один есть. Наживили. Второй. Второй даже руками идет. Переворачиваем ложе. Можно не переворачивать. Вставляем в отверстие болты наши. И пытаемся достать до наших гаек. Так, где мой ключик-то? Затягиваем. Добираемся до гаек. Надеюсь, с размерами я угадал.
Если нет, то придется допиливать, как говорят русские. Сейчас первый затянем, и будет все уже сразу, в принципе, и понятно. Плотненько так идет. Это и хорошо. Ничего не должно болтаться в оружии. Так, ну вот добрались, по-моему, до гайки. Да, до гайки добрались. Главное закрутить правильно по резьбе. По резьбе она что-то не особо-то хочет. Так. Ну-ка, выходи оттуда. Я, в принципе, гайку перевернул пластиковым этим самым уплотнителем, который блокирует самооткручивание туда, к болту. Хотя, в принципе, неправильно это. Но я надеялся, что головку буду ставить, затягивать. Но я думаю, она не понадобится. Вот сейчас правильное положение поставил. И тогда болт уже пошел не в пластик сразу, а уже в саму гайку. Так, вторую тоже надо так перевернуть. Так, утопил. Следующий болт. В принципе, все угадал. 30 миллиметров. Болты для этой винтовки. Крикет карабин. Самое то. У вас, соответственно, будут другие размеры. Но, как я вам говорил, берите более длинные. Подумайте, что флексом отпилите. Берите либо каленые, черные, либо вот как я использую нержавейку. Они дорогие, сволочи, ну что делать. Каленые тоже, в принципе, не дешевые. И не везде продаются. Ну вот, я чувствую пальчиком, что болтик заходит в гайку. Вот, да. Она поймалась. Есть. Так, а теперь мне ее затянуть, так, чтобы она не выступала там. Она, сволочь, хочет выступать. Мне это ни к чему, чтобы резервуар цеплялся за нее. Так. Блин. Неужели придется еще рассверливать на миллиметр какой? Или все-таки попробовать затянуть? Попробуем затянуть. Может быть, утопится. Гайка прокручивается. Соответственно, нужно голову на 10. Фу, какой на 10? На 10 миллиметров она была там, ну, по диагонали, по выступу. Что я уже совсем. Так, продолжаем, господа. Вот планка вьюера установлена. С обратной стороны гаечки. Ничего нигде не выпирает. Одеваться будет вот такой быстро зажимной девайс под названием Антапка. Вставляется, фиксируется, ну и все.
стоит железно, нигде ничего не болтается. Можно еще, в принципе, ключиком потянуть вот эту гаечку. Так, в принципе, тоже не болтается. Все, отпускаем рычажок и снимается. Теперь нам на это дело нужно все закрепить. В принципе, можно не крепить. Можно это дело не крепить. Просто носим вот в таком виде винтовку. Прячем под одежду. Ну, практически ничего не видно. Так киллеры делают. Если не знаете, спросите у них. Продолжаем. Так, немножко об устройстве. Вот здесь на коробке есть болт. Он регулирует усилие, силу выстрела, поджимает пружину. По хрону вы регулируете скорость, скорость прямо пропорциональная силе. И оставляете этот болт в таком положении, в каком вам нужно. Ну, соответственно, можно там фломастером, ну или просто даже нацарапать на коробке положение вот этого болта, чтобы запомнить. Ну, в следующий раз при откручивании поставить в то положение, которое нужно. Ну, естественно, посчитав витки. Так, на курке. Вот там есть под шестигранник. Так, фокус поймать, фокус поймать. Под шестигранник есть болтики. Вот там. Это регулируется спусковое усилие на курке. То есть можете отрегулировать так, что вам нужно будет просто прикоснуться, и все, и выстрел пошел. Чем это хорошо? Тем, что при нажатии у вас винтовка не гуляет. Если вам нужно нажать сильно, там, например, приложиться там килограмм, 2 килограмма усилия на курок, чтобы достичь выстрела, то в это время винтовка отклоняется от вертикали. Ну, естественно, вы теряете цель. Скажем, в пистолете Макарова 4 килограмма усилия на курок, и я свой Макарыч переделал, подтачивал там, делал как бы спортивный спуск. То есть практически стоит только прикоснуться к курку, и все, и выстрел с Макарыча пошел. Также здесь можно сделать, но без фанатизма, повторюсь, чтобы, уронив винтовку, не было самопроизвольного выстрела, если пуля уже в стволе и она заряжена. Так, ну вот как бы вот это по регулировкам. Продолжаем собирать винтовку. Берем нашу металлическую часть винтовки, коробка с резервуаром, и вставляем в ложе. Начинаем с курка. Аккуратно вставляем. Так, перевернем слегка. Тут у меня нужно попасть восьмеркой в отверстие. Ну, совпало. Так, закручиваем. Наши два болтика. Длинный идет сюда, в пистолетную рукоятку. Короткий идет у нас сюда, спереди. Пальчиками можем наживить. Пальчиками. Не сразу ключом, потому что можно не по резьбе погнать, и ключом вы срезаете все это дело, и потом будет мучительно больно искать, где же взять, новые болты с гаечками. Так, один ключик большой у нас в пистолетной рукоятке, маленький ключик у нас здесь спереди в ложе крепится. Без фанатизма закручиваем оба. Проверяем, все ли там нормально село. И тогда можно слегка еще подтянуть. Без фанатизма, потому что
Это все-таки дерево, все нежное, никуда оно не денется. Не вывалится никуда. То есть не надо тут прыгать, наступать на ключи, как обычно затягивают болты на колесах Жигулей, или многие по привычке сейчас на BMW, на Мерседесе так делают. Так, затянули. Теперь ставим предохранитель. Ну, у вас предохранитель может в другом месте быть. Вообще даже не вставляется где-нибудь здесь, на ствольной коробке. У меня он здесь. Так, у меня он стоял вот так. С правой стороны красная. С левой зеленая. Ну, как бы да. Все. Зашел в посадочное место. Ну вот и все. Это дело собралось. Теперь есть два варианта крепления. Как я и говорил, прикрепить вот такую антапку, крепится вот болтиком, просто болтиком. Либо вот быстро зажимная с помощью рычажка. Я предпочитаю вот эту. Есть два крепления, два варианта крепления. Мы это дело ставим сюда, на планку вивера. И потом уже крепим наши сошки. Ну, в принципе, вариантов-то и нету, да. Я потом расскажу об этих вариантах. Крепим планку вивера. Так, у нас пойдет, где мне удобнее? Мне удобнее с этой стороны. Да. Вставляю. Затягиваю рычажком. Все. Вот покажусь вблизи. Вот так планка вивера там стоит. Беру антапку быстросъемную, вложу ее на планку вивера и рычажком придавливаю. Все, стоит, ничего не трясется. Это у меня глушитель там внутри. Так, вот. Теперь ставим вот на эту поворачивающуюся антабочку с отверстием наши сошечки. Сошки ставятся в два положения. В сложном состоянии. Так, сейчас я их сложу. В сложном состоянии они либо вперед к стволу располагаются, это стандартно в принципе, либо ножками к курку. Я буду ставить ножками к курку. Многие скажут: фу, профессионал еще. Я объясню почему. Итак, я ставлю так. Вот там есть две вот эти пластинки. Я уже показывал в начале. Вот с такими выступами. Ими нужно обхватить антапку с отверстием и затянуть вот этим контрящим болтиком. Сейчас я все это дело сделаю и вам покажу.
Тапка прячется вовнутрь. Достаточно неудобно все это дело фиксировать. Так, отпустим. Так будет проще, наверное. Короче, это еще та морока. В общем, проще вот это быстросъемное крепление с антапкой уже сразу установить на сошке. И потом уже на планку вивера. Если вам сошки нужно снять, вы просто их берете и снимаете. Вот они сейчас укреплены. Если надо снять, берете и снимаете. Если вам нужен наплечный ремень, то ставим другое крепление прямо сюда. Ну, либо, как я говорил, уже на болтике, вот на таком. Ну, либо быстросъемное вот с таким рычажком. И крепите с помощью. То есть наплечный ремень у вас уже прикреплен, я думаю, вот будет вот с такими креплениями. Тоже быстросъемные. Ну все, делов-то. Так как я наплечным не пользуюсь, у меня на прикладе нету здесь второй антапки. Только вот это будет передняя пока. Со временем, в принципе, я, может быть, поставлю. Я как бы уже подумываю о наплечном ремне. Итак, ставлю ножки. Так, приноровиться-то надо еще. Есть. Все. Зафиксировал. Итак, показываю. Вот установленные ножки. Почему они складываются у меня в это положение? Так, в разложенном состоянии. Они туда, не вперед. Ну, складывать, во-первых, удобно. И самое немаловажное качество — это когда вы целитесь стоя, все знают, что нужно поставить руку вот так, положить ее на ложе, приклад упереть в плечо, ну и прицелиться. Так, у меня тут все закрыто. Ну, в принципе, у человека вот эта вот часть руки достаточно короткая. И винтовка, ну, я грубо покажу, что она вот так расположена. Вам приходится нагибать голову, сгибать спину, чтобы посмотреть в оптику. Ну, или в открытый прицел. Для этого многие целятся вот так вот. Делают пальчики вот так, чтобы винтовка была выше и прицел был на уровне глаз. Либо здесь еще вот бывает приделывают ручку, за нее держатся, она выступает так, и винтовка тоже выше. Ну, на кулак еще ставят по-разному. У меня вот здесь будут сошки. Видите, они до ложа несколько сантиметров не доходит. Ну, на глаз примерно 5 сантиметров. То есть у меня 5 сантиметров плюс вот эта часть руки. То есть винтовка у меня поднимается на уровень глаз. Без всякого напряга. Мне не нужно вот эту руку в напряжении держать. Винтовка будет гулять. Я ее просто упер в бок, блин. Ладонь легла на сошки, винтовка у меня на уровне глаз. Все классно. Я это уже подумал, прежде чем ставить сошки. Какое положение. Ну, не понравится, возьму, разверну в другую сторону. Мне вот так вот подходит. Как вы будете делать, это вам решать. Вот так выглядит винтовка на сошках.
в реальной обстановке. Там, на охоте или чуде. Сошки сейчас, в принципе, убраны до крайнего положения. Но если нужно, можно выдвинуть. Высота меня устраивает в сложном состоянии. Если будет бугорок, конечно, будет похуже. Нужно будет приподняться, грудь приподнять. Ну и сошки, соответственно, тоже как бы выше будут на горке. Если ниже, то я их просто выдвину. Ну вот как бы вот так вот. Меня все устраивает. Не нужен ни рюкзак, ни еще что-то, чтобы подкладывать при стрельбе лежа. Очень удобно. Винтовка жестко стоит, никуда не гуляет. В оптике сетка четко стоит, перекрестие в мишени. Цели. Вообще сетка не двигается конкретно. То есть будет попадание четко туда, куда целился. Ну, там вплоть пару миллиметров туда-сюда. Ну, естественно, погодные условия тоже будут влиять. Если без ветра, это вообще все идеально. Мне нравится. Классно. Так что советую. Сошки можно брать разные фирмы, не только как у меня фирма Харрис. Сейчас сошки есть с поворотным устройством. Ну, может быть, со временем приобрету. Они позволяют делать наклон винтовки вправо-влево. То есть в зависимости от того, на какой поверхности у вас стоит винтовка. Ну и чтобы ее не править, там, не наклонять, либо регулировать сошками, выдвинуть одну лапку, там, например, на 3 клика, а вторую на там, 4 или на 2 клика. То есть, ну, чтобы винтовка была перекошена там в одну сторону или в другую. Иначе точка попадания сместится. Вот есть сошки с поворотным устройством, ну, с наклоном. Можно наклонять. Стоит, правда, денег, но зато удобство стрельбы. В общем, если вам понравилось видео, палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Будут еще видео об оружии, об стрельбе, ну, в основном пневматики. Огнестрел, не знаю, наверное, я не созрею пока в ближайшее время делать видео по огнестрелу. Как говорится, трусы до сих пор пользуются 22 ЛР, а реальные пацаны перешли на пневматику уже давно. Всем пока, увидимся.